Знали ли вы, что часто цели, которые вы ставите перед собой на год, можно достичь гораздо быстрее? Существует инновационный подход к достижению целей, заменяя традиционное годовое планирование на планирование в 12 недель. Этот подход описан в книге «12 недель в году» от авторов Брайана Морана и Майкла Леннингтона. И именно о нем я расскажу вам в сегодняшнем видео. Всем привет! Меня зовут Ника Новгородцева, и я сертифицированный лайф-коуч. В этом видео я расскажу вам, о чем книга «12 недель в году». Эта книга очень подойдет для тех, кто очень хотел узнать о методе из этой книги, но ему было лень ее читать. Перед просмотром этого видео я рекомендую вам подписаться на мой канал, ведь именно на нем я рассказываю вам о том, как достичь ваших целей. Все о саморазвитии, о книгах по саморазвитию, и также рассказываю вам о том, что именно кроется в них. Основные концепции из книг и то, как применять их в жизни. Ну что ж, не будем медлить и давайте начнем. О чем книга «12 недель в году» и все об этом методе. Для начала начнем с укороченного цикла планирования. Вместо планирования на год авторы предлагают нам планировать в рамках 12 недель. Это создает ощущение срочности и помогает избежать прокрастинацию, которая часто сопровождает годовые планы. Вот, например, как часто вы замечали, что какие-то действия, которые вы могли бы сделать в течение года, вы откладываете аж на декабрь, и потом с горящей задницей начинаете закрывать эти дедлайны. Это очень наглядно, когда вы работаете в какой-то корпоративной структуре, и тогда под конец декабря все начинают закрывать задачи, которые на самом деле можно было закрыть гораздо раньше. Ну, давайте разберемся, как же применять это на практике. Пункт 1. Разделите год на 4 блока по 12 недель. Пункт 2. В конце каждого блока проведите анализ достигнутого и наметьте планы на следующий. И пункт 3. В 12-недельном цикле сосредоточьтесь только на 3, максимум 4 целях. Я рекомендую использовать только 3 или 4 цели максимум, потому что нам нужно мотивировать себя на достижение нового, а не демотивировать себя тем, что у нас что-то не получилось. Поэтому 3-4 цели звучит более чем реально. Именно на этих целях мы будем фокусировать наше внимание. Следующее – это постановка целей по методу SMART. Вы уже не раз слышали от меня о том, как полезно ставить цели по технике SMART, потому что таким образом вы можете гарантированно прийти к результату. Важно отметить, что теперь пункт, который отвечает за время, имеет четкое измеримое количество недель, и в нашем случае по этому методу это 12 недель. Всю остальную расшифровку техники SMART вы можете видеть сейчас на экране. А сейчас можешь написать в комментариях, какую цель ты хочешь достичь за 12 недель, а я помогу тебе скорректировать ее таким образом, чтобы ты точно ее смог достичь. Далее мы подходим к еженедельному и ежедневному планированию. Суть заключается в том, что мы начинаем концентрировать свое внимание не на результатах, а на действии. Это позволит вам оставаться в процессе и минимизировать стресс. Как это применить в реальной жизни? Для начала нужно начать с еженедельного планирования. Напоминаю, у нас всего 12 недель, и поэтому этому нужно уделить особое внимание. Определите ключевые задачи на эту неделю, которые вам нужны для достижения цели. Теперь эти задачи нужно разделить на конкретные действия, которые вам для этого нужно будет сделать. Важно отметить, чтобы эти задачи были такими, чтобы их можно было завершить за неделю. Теперь мы переходим к ежедневному планированию. Каждый свой новый день начинайте с определения приоритетов. Теперь нужно запланировать 3, максимум 5 задач, которые обязательно должны быть выполнены. Теперь переходим к методу действий вместо результатов. Фокус именно на действиях, а не на результатах, позволяет нам снизить уровень стресса, позволяет преодолеть страх перед неудачами и облегчает процесс. Чтобы начать это применять в жизни, нужно сосредоточиться на тех действиях, которые можете контролировать именно вы. Например, если вы хотите улучшить свое физическое состояние, нужно начать с каких-то действий, которые зависят только от вас. Например, если вы напишете, что вы занимаетесь с тренером, часто, если вы хотите заниматься именно с каким-то конкретным, то будет ли у вас возможность совмещать ваше расписание или нет, зависит также и от него. Но что может зависеть от вас? Вы можете купить абонемент в зал, вы можете начать туда ходить, вы можете купить форму и так далее. Думаю, в принципе, вы поняли. Следующий пункт – это измерение процесса. Регулярное отслеживание процесса позволяет нам не свернуть с нашего пути.
пути по направлению к цели. В конце каждой недели оценивайте выполнение плана. Также можно использовать метод оценки выполнения действий. Для этого нужно посчитать, сколько из запланированных действий вам удалось выполнить. Например, вы выполнили 8 задач из 10. В пересчете на проценты это будет 80%. Вам нужно постараться достичь результата 85% и выше, потому что в таком случае вы точно придете к своим целям. Следующий пункт – это создание системы отчетности. Помните, что ответственность перед другими людьми повышает ваши шансы на успех. Для этого вам нужно найти партнера по отчетности. Это может быть друг, коллега или коуч. Кстати, если хочешь видеть меня в качестве своего коуча, то переходи по ссылке и заполняй форму на бесплатную консультацию. Далее вам нужно запланировать время ваших регулярных встреч. Там вы будете обсуждать ваши успехи и трудности, с которыми столкнулись. Для этого вам нужно записывать свои действия и результаты, чтобы они были прозрачны. Вам же все-таки еще отчитываться перед кем-то, поэтому их должны понимать не только вы. Использование принципа идеальной недели. Идеальная неделя – это заранее продуманная структура вашей недели, которая помогает вам рационально использовать такой ресурс, как время. Для этого нужно выделить основные блоки времени. Это может быть, например, утренний блок, который отвечает за важные задачи, и вечерний блок, который отвечает за анализ вашего дня. Следующий пункт – это эмоциональная привязка к целям. Если цель вызывает сильные эмоции, то вероятность ее достижения повышается. Для этого можно определить критерии, когда цель уже достигнута, и начать представлять, как это выглядит реально в жизни. Например, я хочу купить телефон, и критерий главный, что я хочу купить новый телефон, это новый телефон, который я распаковываю. И я начинаю представлять, как я могу это сделать. Это самый легкий способ визуализировать свою цель. Написать по ней критерии. Чтобы усилить мотивацию, можно также подумать и поразмышлять немножечко о том, а что будет, если вы ничего не сделаете для достижения своей цели. Это может также помочь проверить ваше желание на истинность. Празднование успехов и анализ ошибок. Успехи важно отмечать, а ошибки анализировать, чтобы впредь они не повторялись. Согласитесь, это полезно. Для этого я предлагаю в конце каждого 12-недельного цикла анализировать, что удалось достичь, какие действия сработали лучше всего и что можно улучшить в следующем цикле. Позвольте себе награды за выполненные цели. То, если не вы лучше всех, отпразднует ваш успех. Это должно быть что-то такое прекрасное, вдохновляющее, чтобы желание повторить это только усиливалось. Я думаю, тут каждый может придумать свои варианты, как они могут отпраздновать свой успех. Вы можете написать о них в комментариях, как вы любите праздновать свой успех. Ну и последнее на сегодня, но не последнее по значимости, это ментальная дисциплина и фокус. Дисциплина – это ключ к успеху. Сосредоточенность на важных задачах помогает справиться с отвлеченностью. Более подробно вы можете посмотреть в моем ролике про дисциплину. Там я рассказала главный секрет дисциплинированного человека. Поэтому кликай и переходи. Однако, несмотря на то, какой этот ролик потрясающий вышел, я все-таки дам пару советов и здесь. Избавьтесь от ненужных дел и поглотителей времени. Напоминайте себе ежедневно о том, почему ваша цель важна. Книга «12 недель в году» — это мощный инструмент для тех, кто хочет научиться достигать своих целей в кратчайшие сроки, не теряя при этом мотивации и контроля. Поэтому я настоятельно рекомендую прочитать вам ее полностью. Методы, описанные в книге, помогают не только улучшить продуктивность, но и глубже осознать, чего вы вообще хотите от жизни. Ну а если вы все еще не хотите читать, то, я надеюсь, это видео было для вас полезным. Я напоминаю, что каждый из вас может прийти ко мне на бесплатную консультацию. Для этого нужно заполнить форму, которую найдете у меня в описании, и я с вами свяжусь. Мы разработаем стратегию шагов, которые точно приведут вас к вашим целям. Поэтому будьте смелее, переходите по ссылке, и я с вами свяжусь. Ну а на этом мое видео подошло к концу. Если оно вам понравилось, то ставьте мне пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, мне будет очень приятно, это самый легкий способ, как вы можете поддержать мой канал. Также можете написать свое мнение в комментариях о том, что вы думаете о методе из этой книги, пробовали вы его когда-нибудь, считаете ли вы, что это действенный метод, или может быть наоборот, будет очень интересно с вами это обсудить. Ну а на этом все. С вами была я, Ника Новгородцева. Пока-пока.